Так, пересел, в общем, я на другого Форестера, не турбовый, SJ5 2015 года до рестайлинг. Интересно, сразу, когда пересаживаешься с турбы на не турбу, бросается такой факт не в глаза, а в ощущение, что он с места, вот на парковке, он какой-то прям сумасшедший. Ты чуть-чуть на педаль давишь газа, особенно на заднем ход, когда используешь задний ход, и он куда-то стартует, прям прыгает просто с места. Такой задор интересный. Турбо плавненько трогается, что вперед, что назад. И этот прям чуть-чуть нажал, и сразу куда-то он с непривычки стартует. Мне кажется, так можно случайно начудить. С непривычки куда-нибудь заехать на парковке. Машина реально снизов шустрее, чем турбо. Потому что турбина-то там где-то включается на 2000, что-то такое. Еще почему-то тут ярче вот этот центральный, где циферки, центральное табло. Не знаю. Так настроили. Машина не моя, машина моей сестры. На этой машине я очень редко езжу. Или даже не ездил, не знаю. Не помню, не могу сказать. Чуть-чуть ездил. Но я себе привозил рестайлинга, не турбового, белого. И на нем я проехал буквально километров, не знаю, 150, может 100. Как правило, первые 30 километров я сразу понял, что это вообще не моя машина, что после турбового форика на не турбо ездить, ну это просто себя только мучить, потому что он, да, едет там в городе, особенно до 100 километров в час, ну приходится нажимать педаль газа куда-то там в пол ее вдавливать, и вот этот натужный рев мотора меня это просто бесит, и мне это никакого удовольствия не доставляет. Не люблю я насиловать машину, выжимать вот это все из нее. На турбовой чуть-чуть придавил, и она уже едет. Там все легко, с комфортом. А вот этот натужный рев мотора, это реально комфорта, по крайней мере, мне не доставляет. И после сотки он вообще не едет. Поэтому вот я прокатился и понял, что мне такая машина не нужна, и решил его продать. И все мои покатушки на нем это исключительно помыть, съездить, чтобы показать тому, кто приехал посмотреть его. Ну и все в этом духе. Но у меня много друзей, кто ездит на нетурбовых, машины им нравятся. Вот сестра тоже ездит, хвалит Subaru. Но еще раз повторюсь, если у вас стоит выбор взять турбо или не турбо, берите однозначно турбо. И сейчас мы выясним, за сколько же он разгоняется до сотки. Честно говоря, я даже понятия не имею, за сколько он разгоняется до сотки. Если турбовый я знаю, мне это интересно, на не турбо мне это было неинтересно. Но вот сейчас я еду по той же самой дороге с тем же самым нажатием на педаль газа, с тем же усилием. И этот едет повеселее. Я не знаю почему, может быть потому что атмосферный двигатель, нету этих турболагов или как они там называются, турбоям. И еще он на 17-х колесах. Ехать на них поприятнее, чем на 18-х. Я бы сказал, ну это реально для девушки пойдет. Так, тут еще надо старт-стоп вырубить этот. Адская штуковина, да, этот старт-стоп. Так, переключаемся в режим спорта. Я еще, ну да, на турбо-то я тоже в Intelligent езжу. Вот сразу уже появился этот рев мотора, который с турбовым явно не сравним. У турбо мотор звучит как будто давай еще, давай, погнали, у меня есть силы. То есть подзадоривает тебя. На не турбо мотор рычит, как будто ему плохо, как бы истошно, как будто он говорит, хватит меня насиловать, что ты делаешь. Ну вот это примерно такие мои ощущения, восприятия этого. Скорее всего, оно так и есть.
Так, у нас началась морось. Еще у нас дует ветер. И ветерок этот примерно метров 10 в секунду. Поедем в режиме спорта. Опять же наше излюбленное местечко. Ровное. Да, это адские ощущения, по крайней мере для моих ушей. Мне кажется, машина меня сейчас материт с криком: что ты со мной делаешь? Что ты, гад, такой делаешь? Было похоже на какую-то электричку, что ли. Такой нарастающий, непроходящий, натужный рев. Ну, 10,87 на 95-м бензине. Стабилизацию тут я даже и пробовать не буду отключать. Так, сейчас еще один замер сделаем нашего нетурбового Форстера. Ну вот, честно говоря, после первого старта он поехал чуть получше. Продышался, может быть. Потому что, ну я не знаю, она на нем, наверное, не гоняет. Скорее всего, она не гоняет. По крайней мере, уж с места она точно не гоняет. Стабилизацию я выключать тут не буду. Я понял, что это бессмысленно, и это не особо надо. Я прям жду, что сейчас турбо включится. Но турбо тут нету. Одиннадцать 31. Лучше он явно не поехал. Ну вот мне нравится, как он на 17-х колесах едет. Вот это прикольно.
Правда, резина, по-моему, Йокохама стоит, а она по дубове, чем Бриджстоун. Мой-то на Бриджстоуне. Что будет, когда я сюда на STI поеду на Мишлене? На 45-м профиле? Вот это вопрос. Так, ну итого 11.31, да, предыдущий у нас был... Так, вот он крайний заезд нашего нетурбового форика 2015 года. Интересный график. $11.31. Так, а это вот лучше его. 10.87. Вот так он едет нормально. Вот просто. Просто машина. Ну, правда, и скорость-то просто 30 км в час. Короче, для такого спокойного городского водителя, который любит выезжать на пикники недалеко. Почему недалеко? Можно, конечно, и далеко, но тогда вам надо быть очень осторожным. Потому что надо понимать, что вы, когда машину загрузите куча вещей на дальняк, то мощность у вас на машине станет еще меньше. А с нашими дорогами, где все носятся как идиоты, эта мощность обязательно нужна, особенно на дальних дистанциях, где кого-то надо обогнать и так далее. Поэтому, если у вас не турбовая машина, вы поехали на дальняк, загрузили ее кучей вещей, посадили пару человек, то вам надо быть супер аккуратным водителем, не совершать никаких обгонов, тем более экстремальных, и аккуратно ехать. Естественно, он с этим справится. Ну а чтобы получать какое-то удовольствие и не напрягаться, то лучше ездить недалеко и налегке, на нетурбовой машине. И поверьте, это все выдумал не я сам, это все, я это все подтверждаю, и об этом тоже говорят многие субаристы, мои друзья, знакомые, коллеги. У нас Subaru очень популярная машина, поэтому многие на них ездят. Как, в принципе, рассказывали мне про 2.7 Прадика, что взял машину, типа бла-бла-бла, хорошие все дела, да, ездил. Нравилось, пока не получилась у него ситуация, что вышел на обгон, на дальний, ехал на дальнюю дистанцию, вышел на обгон, мощей не хватило, и, короче, принял решение уйти в кювет. Разбил машину, но зато сам жив и вроде спас семью свою, что-то такое. Мне кажется, он тормозит лучше. Хотя тут колодки такие себе. Хотя я, в принципе, остановился тут же.